Урок 1. Вы бывали в близлежащем парке? Вы бывали в близлежащем парке? Нет, пока нет. Оно красивое. Я слышала, что оно потрясающее, с пышной зеленью и яркими цветами. Звучит прекрасно. Мне не терпится посетить его и ощутить его красоту. Я видел несколько фотографий, и это похоже на оазис покоя. Это именно то, что мне нужно, спокойное место для отдыха и расслабления. Я слышала, что в парке есть озеро. Представьте себе безмятежные виды. А это еще более заманчиво. Мы могли бы устроить пикник на берегу озера. Было бы замечательно провести солнечный день в окружении природы. Абсолютно. Мы могли бы неторопливо прогуляться и погрузиться в спокойную атмосферу. Давайте планируем в ближайшее время поехать туда и насладиться его природной красотой. Я в полном составе. Пришло время открыть для себя чудеса близлежащего парка. Не могу дождаться, когда смогу исследовать его вместе с тобой, Анна. Это будет потрясающе. Урок 2. Можете ли вы порекомендовать какие-либо туристические достопримечательности? Что ж, можете ли вы порекомендовать какие-либо туристические достопримечательности, до которых можно добраться на общественном транспорте? Конечно. Как насчет посещения местного музея в центре города? Звучит интересно. Что мы можем там увидеть? В музее есть коллекция произведений искусства, исторических артефактов и интерактивных экспонатов. Похоже, это отличный способ познакомиться с местной культурой и историей. Абсолютно. Другой вариант — прекрасный парк недалеко от центра города. А мне нравится проводить время на природе. Какие развлечения там доступны? Вы можете отправиться на неторопливую прогулку, устроить пикник или даже взять на прокат велосипед, чтобы исследовать парк. Похоже, это идеальный способ расслабиться и насладиться отдыхом на свежем воздухе. Определенно. Наконец, есть популярная смотровая площадка, с которой открывается потрясающий панорамный вид на город. А я всегда готова к захватывающим дух видам. Как нам туда добраться? Вы можете сесть на автобус, а затем отправиться в небольшой поход, чтобы добраться до смотровой площадки. Звучит выполнимо. Мне не терпится увидеть город с такой точки зрения. Я рада, что вы заинтересовались. Эти достопримечательности должны подарить вам незабываемые впечатления. Спасибо за рекомендации, Анна. Мне не терпится их изучить. Добро пожаловать, Джон. Приятного времяпрепровождения по городу. Урок 3. Нам следует обсудить нашу компанию. Привет, Анна. Нам следует обсудить нашу компанию. Наше исследование показывает, что она должна быть направлена на молодых специалистов. Это интересно. Как адаптировать компанию к их потребностям? Мы можем сосредоточиться на демонстрации преимуществ нашего продукта для их карьерного роста. Отличная идея. Мы должны подчеркнуть, как наш продукт может улучшить их профессиональную жизнь. Именно так. Мы также можем использовать социальные сети, популярные среди молодых специалистов. Это отличный способ охватить более широкую аудиторию. Какие еще стратегии мы можем использовать? Мы можем сотрудничать с влиятельными лицами, у которых много поклонников среди молодых специалистов. Отличное предложение. Их одобрение может значительно повлиять на успех нашей компании. Кроме того, мы можем предложить специальные скидки или поощрения исключительно для молодых специалистов. Это отличный способ создать ощущение эксклюзивности и привлечь их внимание. Согласовано.
Нам также следует сосредоточиться на создании привлекательного и визуально привлекательного контента. Абсолютно. Их заинтересуют привлекательные визуальные эффекты и лаконичные сообщения. И давайте не будем забывать о силе отзывов довольных молодых профессиональных клиентов. Верно. Положительные отзывы и истории успеха укрепят доверие и авторитет. В целом, благодаря эффективной ориентации на молодых специалистов, наша компания будет иметь больше шансов на успех. Уверен, что наши стратегии найдут им отклик. Давайте начнем. Определенно. Давайте воплотим эти идеи в жизнь и будем следить за ходом компании. Похоже на план. Вместе мы сможем сделать эту компанию очень успешной. Урок 4. Во время поездки мы можем потратить слишком много на жилье. Я боюсь, что во время поездки мы можем потратить слишком много на жилье. Понимаю. Вы смотрели цены на проживание. Да, я просматривал страницы в интернете, и большинство из них кажутся недорогими. Приятно это знать. Важно найти баланс между комфортом и доступностью. Абсолютно. Я не хочу идти на компромисс в отношении качества, но я также хочу уложиться в наш бюджет. Согласен. Мы можем найти жилье с хорошим соотношением цены и качества. Возможно, мы могли бы рассмотреть возможность бронирования номера в гостевом доме или ночлег с завтраком. Отличная идея. В таких номерах часто царит уютная и недорогая атмосфера. Было бы неплохо также поддержать местный бизнес. Определенно. Мы также можем проверить текущие акции или скидки. Да, отслеживание предложений поможет нам сэкономить деньги. Другой вариант — остановиться немного за пределами центра города, где цены могут быть ниже. Это стоит учитывать, особенно если общественный транспорт легко доступен. Именно так. Прежде чем принимать решение, мы можем взвесить все за и против каждого варианта. Согласовано. Заботьтесь о расходах на проживание, мы в целом сможем организовать более бюджетную поездку. Я рада, что мы на одной волне. Давайте найдем удобное и доступное место для проживания. Похоже на план. Вместе мы сможем сделать правильный выбор и насладиться путешествием без лишних затрат. Урок 5. Каков ваш бюджет? Отлично. У нас есть разные варианты. Каков ваш бюджет? Я имею в виду умеренный бюджет. Я хочу найти баланс между доступностью и качеством. Звучит разумно. Мы можем найти что-то в этом диапазоне. Как насчет тебя? Каков ваш бюджет? У меня немного больший бюджет, но я также готов рассмотреть экономичные варианты. Приятно это знать. Мы можем рассмотреть множество вариантов в рамках нашего совокупного бюджета. Именно так. Важно найти жилье, соответствующее нашим финансовым потребностям. Согласовано. Рассмотрев наши бюджеты, мы можем принять взвешенное решение. Мы также можем найти любые специальные предложения или скидки. Да, внимательное отношение к рекламным акциям может помочь нам сэкономить деньги. Кроме того, мы можем рассмотреть возможность совместного проживания, чтобы разделить расходы. Это умная идея. Распределение расходов было бы выгодно для нас обоих. Определенно. Мы можем выбрать различные типы жилья, соответствующие нашему бюджету.
Давайте составим список потенциальных вариантов и сравним их по цене и удобствам. Похоже на план. Учитывая наш бюджет, мы можем найти идеальное место для проживания. Я очень рад найти отличное жилье в рамках нашего бюджета. Давайте начнем исследование. Согласовано. Мы найдем идеальный баланс между доступностью и комфортом. Урок 6. Мне всегда трудно найти на это время. Но мне всегда трудно найти на это время. Какие-нибудь предложения? Понимаю. Найти время может быть непросто. Вы пробовали составить расписание? Я не соблюдал график. Как заставить его работать? Начните с определения мест свободного времени в вашей повседневной жизни. Это хорошее замечание. Я запишу, когда у меня будет свободное время. Затем выделите определенные промежутки времени для занятия, которое вы хотите расставить по приоритетам. Значит, мне следует выделить для этого время в своем расписании. Да, относитесь к этому как к важному свиданию с самим собой. В этом есть смысл. Это все равно, что взять на себя обязательство, расставить приоритеты в этой деятельности. Именно так. Кроме того, подумайте о том, чтобы разбить его на более мелкие и удобные в использовании части. Таким образом, мне не будет так сложно и мне будет легче вписаться в свой день. Абсолютно. И помните, что можно начинать с меньших длительностей и постепенно увеличивать их. Это немного снимает давление. Со временем я могу нарастить свою стабильность. Кроме того, найдите способы интегрировать упражнения в существующий распорядок дня. Неплохая идея. Возможно, я смогу совместить это с тем, чем я уже занимаюсь регулярно. Да, так станет легче сделать это привычкой. Я ценю эти предложения, Анна. Я попробую их и посмотрю, как это работает. Добро пожаловать, Джон. Я верю, что с помощью этих стратегий будет легче найти время. Я чувствую мотивацию. Спасибо за помощь и рекомендации. В любое время, Джон. Я здесь для того, чтобы помочь вам найти время для того, что для вас важно. Урок 7. Готовы ли вы паспорт и виза? У вас уже готовы паспорт и виза. Да, я позаботился о том, чтобы продлить свой паспорт заблаговременно. Хорошее мышление. Мне нужно проверить, действителен ли мой паспорт. Обязательно сделайте это в ближайшее время. Нам не нужны сюрпризы в последнюю минуту. Абсолютно. Я проверю и обновлю его при необходимости. А как же ваша виза? Вы изучили требования? Пока нет. Я не уверен, нужна ли мне виза для поездки в пункт назначения. Это важно выяснить. Давайте вместе изучим визовые требования. Похоже на план. Я соберу всю необходимую информацию. В зависимости от пункта назначения нам может потребоваться заранее подать заявление на получение визы. Не забудьте проверить время обработки и все необходимые подтверждающие документы. Я позабочусь о том, чтобы собрать все необходимые документы заранее. Отлично. Подготовка к получению паспортов и виз даст нам душевное спокойствие. Действительно. Это важный шаг на пути к тому, чтобы путешествие прошло гладко. Как только мы разберемся со всеми документами, мы можем сосредоточиться на том, чтобы насладиться поездкой. Жду этого с нетерпением.
Спасибо, что напомнили мне о паспорте и визе. Добро пожаловать, Джон. Давайте будем организованы и подготовимся к нашему приключению. Урок 8. Вы уже начали искать квартиру. Вы уже начали искать квартиру? Да, я только начало. Это довольно увлекательно. Отлично. Какая конкретная область вас интересует? Я рассматриваю несколько кварталов рядом с моим рабочим местом. Отличная идея. Как насчет размера квартиры? Вы ищете что-то просторное? Я предпочитаю уютное место, ничего слишком большого. Понятно. А что с бюджетом? Вы установили лимит? Да, у меня есть бюджет. Я не хочу перерасходовать средства. Это умно. Важно нести финансовую ответственность. Абсолютно. Я хочу найти жилье, соответствующее моим потребностям, без больших затрат. Я полностью согласен. Не торопитесь и изучите разные варианты. Вы найдете идеальную квартиру. Спасибо. Я продолжу поиски и, надеюсь, скоро найду свой идеальный дом. Удачи в поиске квартиры. Сообщите мне, если вам понадобится помощь. Спасибо, Джон. Я ценю твою поддержку. Урок 9. Как насчет того, чтобы взять отсюда такси? Как насчет того, чтобы взять такси отсюда? Звучит неплохая идея, Джон. Это избавило бы нас от необходимости добираться до главной дороги пешком. Точно, Анна. Так удобнее, особенно если у нас тяжелые сумки или погода неблагоприятная. Согласовано. Давайте поищем стоянку такси или ближайшее место, где такси обычно забирают пассажиров. Я вижу одну там, Анна. Давайте пойдем в этом направлении. Отлично, Джон. Мы можем подождать там и вызвать такси, когда оно приедет. Это не займет много времени, учитывая, что мы находимся в оживленном районе. Надеюсь, такси будут доступны. Если нет, мы можем рассмотреть другие варианты транспорта. Это правда, Анна. При необходимости мы можем воспользоваться услугами совместного использования поездок или общественного транспорта. Давайте будем следить за любыми приближающимися такси, пока мы ждем. Конечно, Анна. Мы не хотим пропустить ни одного из них, если оно есть. А смотрите. Я вижу приближающиеся такси. Давайте помахаем руками, чтобы привлечь внимание водителя. Идеальное время, Анна. Давайте убедимся, что водитель нас увидит и остановится. Такси останавливается. Давай быстро сядем. После тебя, Анна. Я поеду за вами в такси. Спасибо, Джон. Давайте сообщим водителю пункт назначения и насладимся комфортной поездкой. Согласна, Анна. Теперь мы можем расслабиться и позволить такси отвезти нас туда, куда нам нужно. Урок 10. Физическая активность в течение дня может реально изменить ситуацию. Анна, физическая активность в течение дня может реально изменить ситуацию. Ты прав, Джон. Не следует недооценивать влияние, которое это может оказать на наше благополучие. Абсолютно. Это повышает энергию, улучшает настроение и помогает поддерживать здоровый вес. Согласен. Мы должны найти занятия, которые нам нравятся, и сделать их регулярной частью нашего дня. Небольшие шаги,
такие как ходьба по лестнице или растяжка, могут принести пользу. Определенно. Важна каждая мелочь, и нам не следует ругать себя, если мы не можем выполнять интенсивные тренировки. Ты права, Анна. Нам не следует чувствовать себя виноватыми. Речь идет о сбалансированной точке зрения. Спасибо, что напомнили мне, Джон. Я сосредоточусь на том, что подходит мне и моему образу жизни. Это здоровый подход, Анна. Находите радость в физической активности и поддерживайте устойчивый распорядок дня. Я так и сделаю, Джон. Речь идет об улучшении самочувствия, а не о давлении или чувстве вины на самих себя. Точно, Анна. Маленькие шаги приводят к позитивным изменениям. Заботьтесь о себе и наслаждайтесь процессом. Урок 11. В настоящее время наше присутствие в интернете становится все более важным. Звучит интересно, Анна. О чем ты думаешь? Что ж, я заметил, что в настоящее время наше присутствие в интернете становится все более важным. Ты права, Анна. С появлением социальных сетей и цифровых платформ очень важно управлять нашим имиджем в интернете. Именно так. Наше присутствие в интернете может по-разному влиять на нашу личную и профессиональную жизнь. Это правда. Это может повлиять на возможности трудоустройства, налаживание связей и даже личные отношения. Я думал о том, как мы можем использовать наше присутствие в интернете в своих интересах. Отличная идея, Анна. Очень важно создать позитивный и аутентичный имидж в интернете. Я считаю, что нам следует найти баланс между обменом нашими достижениями и сохранением конфиденциальности. Абсолютно. Внимательное отношение к тому, что мы публикуем, и позитивное общение с другими людьми могут изменить ситуацию к лучшему. Я также считаю, что важно быть в курсе настроек конфиденциальности и осторожно относиться к тому, чем мы делимся. Не могу не согласиться, Анна. Защита нашей личной информации имеет решающее значение в цифровую эпоху. Заботясь о своем присутствии в интернете, мы можем создать сильный профессиональный имидж. Это непрерывный процесс, но при правильном подходе мы можем заставить наше присутствие в интернете работать на нас. В этом и заключается цель, Джон. Давайте воспользуемся возможностями интернета, чтобы оказать положительное влияние на нашу жизнь. Я согласен с этим, Анна. Давайте сосредоточимся на нашем присутствии в интернете и сделаем так, чтобы оно работало в нашу пользу. Урок 12. Я нашла новое кафе в городе. Анна, я нашла новое кафе в городе. Атмосфера прекрасная, а кофе потрясающий. Звучит великолепно, Джон. Он тоже открыт по выходным. Нет, боюсь, он открыт только с понедельника по пятницу. Это кафе по будням. А очень жаль. Я надеялся посетить его по выходным. Понимаю, Анна. Мы все еще можем спланировать поездку туда в будний день. Это будет отличный отдых от нашей рутины. Ты прав, Джон. Было бы здорово начать свой день перед работой в кафе. Абсолютно. Мы можем выпить чашечку вкусного кофе и начать утро на позитивной ноте. С нетерпением жду этого, Джон. Давайте спланируем посетить кафе на следующей неделе. Похоже на план, Анна. В будние дни мы отправимся за чашкой кофе и насладимся впечатлениями. Всегда интересно открывать для себя новое место и создавать незабываемые моменты. Не могу дождаться. Я тоже, Анна. Именно такие мелочи делают жизнь приятнее и ярче.
Урок 13. Я заметил, что вы отлично справляетесь с трудоемкими встречами. Анна, я заметила, что вы очень хорошо проводите встречи, отнимающие много времени. Как вы это делаете? Что ж, Джон, я стараюсь поставить четкие цели до начала встречи. Это разумный подход, Анна. Это помогает поддерживать целенаправленность и продуктивность обсуждения. Именно так. Четкая повестка дня и конкретные цели могут предотвратить слишком продолжительные встречи. Я также заметил, что вы создаете атмосферу, в которой всем удобно делиться своими идеями. Да, Джон. Поощрение открытого общения и активного участия может повысить эффективность встреч. Впечатляет то, как вам удается держать всех вовлеченными и идти в ногу со временем. Спасибо, Джон. Я верю в создание атмосферы сотрудничества, в которой ценится вклад каждого. Отличный склад ума, Анна. Это способствует творчеству и эффективному принятию решений. Я также научилась обращать внимание на время и осторожно возвращать разговор к основной теме, если оно отклоняется от намеченного графика. Это ценный навык, Анна. Это помогает избежать ненужных вопросов и позволяет сосредоточить внимание на совещании. В целом, речь идет об организованности, подготовке и уважении к каждому времени. Я это вижу, Анна. Ваш подход к организации встреч заслуживает похвалы и приносит положительные результаты. Спасибо, Джон. Я считаю, что эффективные встречи способствуют созданию более продуктивной рабочей среды. Не могу не согласиться, Анна. Ваши стратегии вдохновляют, и я обязательно применю их на своих встречах. Я рада это слышать, Джон. Уверен, что вы проведете свои встречи очень эффективно и результативно. Спасибо за доверие, Анна. Давайте продолжим учиться друг у друга и наладить успешное сотрудничество. Урок 14. Я стараюсь работать более продуктивно и избегать прокрастинации. Анна, я стараюсь работать более продуктивно и избегать прокрастинации. У вас есть какие-нибудь советы? Конечно, Джон. Одна из стратегий, которую я считаю полезной, заключается в разбивке задач на небольшие управляемые шаги. Звучит практично, Анна. Это может сделать выполнение больших задач менее утомительными. Именно так. Сосредоточившись на одном маленьком шаге за раз, легче начать и сохранить мотивацию. Я вижу ценность такого подхода. Он помогает предотвратить прокрастинацию. Еще один совет — установить конкретные сроки для каждого шага, чтобы нести ответственность. В этом есть смысл, Анна. Сроки могут создать ощущение срочности и помочь нам не сбиться с намеченного графика. Кроме того, я стараюсь максимально избегать отвлекающих факторов во время работы над заданием. Очень важно свести к минимуму отвлекающие факторы, Анна. Это позволяет нам сохранять концентрацию и работать более эффективно. Я также считаю полезным делать короткие перерывы между задачами, чтобы зарядиться энергией и избежать эмоционального выгорания. Перерывы необходимы для продуктивности, Анна. Это помогает нам сохранять энергию и ясность ума. Наконец, я расставляю приоритеты в зависимости от их важности и срочности, что помогает мне оставаться организованным. Расстановка приоритетов имеет ключевое значение, Анна. Это гарантирует, что мы в первую очередь решим самые важные задачи. Конечно, Джон. Внедряя эти стратегии, я смог преодолеть прокрастинацию и добиться большего. Ваши советы очень ценны, Анна.
Я включу их в свой распорядок дня и буду работать над тем, чтобы работать более продуктивно. Я рада это слышать, Джон. Вместе мы сможем достичь наших целей и максимально использовать свое время. Конечно, Анна. Давайте поддержим друг друга на нашем пути к продуктивности и успеху. Урок 15. Произошли ли в последнее время изменения в медицинской сфере? Анна, произошли ли в последнее время какие-либо изменения в медицинской сфере? Да, Джон. В различных областях медицины достигнут значительный прогресс. Это потрясающе, Анна. Можете ли вы привести мне несколько примеров? Конечно. Одним из заметных достижений является прогресс в персонализированной медицине и генетической терапии. Персонализированная медицина звучит многообещающе. Как это работает? Это включает в себя адаптацию медицинского лечения к конкретному генетическому составу и характеристикам человека. Это невероятно. Это может революционизировать наш подход к здравоохранению. Абсолютно. Это может улучшить результаты лечения и свести к минимуму побочные эффекты. А как насчет других областей медицины? Какие-нибудь заметные достижения? Еще одна область прогресса в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Какой вклад и вносит в медицину? Искусственный интеллект может анализировать огромные объемы медицинских данных и помогать в диагностике, прогнозировании и планировании лечения. Это впечатляет. Это может повысить точность и эффективность медицинских вмешательств. Определенно. Искусственный интеллект может помочь медицинским работникам и улучшить уход за пациентами. Есть ли другие события, о которых вы хотели бы упомянуть, Анна? Еще одно значительное достижение в области регенеративной медицины и тканевой инженерии. Звучит интригующе. Как это работает? Ученые добиваются успехов в выращивании тканей и органов в лаборатории для трансплантации. Это замечательно. Потенциально это может решить проблему нехватки донорских органов. Да, это дает надежду пациентам, нуждающимся в пересадке органов, и может революционизировать эту область. Спасибо, что поделились этими интересными разработками, Анна. Будущее медицины выглядит многообещающим. Добро пожаловать, Джон. Это действительно захватывающее время, и я с нетерпением жду новых достижений в области медицины. Точно так же, Анна. Давайте будем в курсе событий и продолжим узнавать об этих замечательных достижениях. Урок 16. Нужны ли мне специальные документы для регистрации? Анна, я планирую поездку. Нужны ли мне специальные документы для регистрации? Да, Джон. Для регистрации в большинстве мест требуется действительное удостоверение личности или паспорт. В этом есть смысл. Я обязательно возьму с собой паспорт. Отличная идея, Джон. Всегда лучше быть готовым и иметь под рукой необходимые документы. Согласна, Анна. Наличие надлежащего удостоверения личности – неотъемлемая часть процесса путешествия. Абсолютно. Это обеспечивает беспрепятственную регистрацию и соблюдение нормативных требований. Я дважды проверю срок действия моего паспорта перед поездкой, чтобы избежать проблем. Это разумный шаг, Джон. Для въезда в другую страну необходимо иметь действительный паспорт. На всякий случай, я также сделаю ксерокопию своего паспорта. Это хорошая мера предосторожности, Джон. Это может пригодиться в любых непредвиденных ситуациях.
Для дополнительной безопасности я храню ксерокопию отдельно от паспорта. Это мудрое решение, Джон. Важно хранить наши проездные документы в целости и сохранности. Спасибо, что напомнили мне, Анна. Очень важно иметь все необходимые документы, чтобы поездка прошла без проблем. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вам предстоит фантастическое и приятное путешествие. Я благодарна за это, Анна. Я позабочусь о том, чтобы у меня было все необходимое для беззаботного путешествия. Урок 17. Я пытаюсь установить режим тренировок. Анна, я пытаюсь установить режим тренировок. Есть предложение, с чего начать. Что ж, Джон, лучше всего начать с включения некоторых кардиотренировок в свой распорядок дня. Похоже на план, Анна. Какие кардиотренировки вы рекомендуете? Я предлагаю начать с 10-минутной пробежки или быстрой ходьбы, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений и разогреть мышцы. Звучит выполнимо. Это отличный способ набрать кровь и подготовиться к тренировке. Да, это также помогает повысить общую выносливость и выносливость. Должен ли я перейти к тяжелой атлетике после пробежки? Да, тяжелая атлетика– отличный способ нарастить силу и привести мышцы в тонус. Как мне подойти к тяжелой атлетике новичку? Начните с более легких весов и сосредоточьтесь на правильной форме и технике. Постепенно увеличивайте вес, чтобы чувствовать себя более комфортно и уверенно. В этом есть смысл. Я обязательно сделаю ставку на правильную форму во избежание травм. Это важно, Джон. Лучше поднимать легкие тяжести в правильной форме, чем поднимать тяжелые в плохой форме. Я учту это, Анна. Последовательность и постепенное развитие, по-видимому, являются ключевыми факторами. Конечно, Джон. Последовательность жизненно важна для того, чтобы видеть прогресс и получать пользу от тренировок. Спасибо за совет, Анна. Я включу в свой распорядок 10-минутную пробежку и тяжелую атлетику. Добро пожаловать, Джон. Уверен, вам понравятся регулярные физические упражнения, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Я очень рада начать заниматься фитнесом, Анна. За здоровое и сильное будущее. Урок 18. Знаете ли вы там хорошие отели? Анна, я планирую поездку в Лондон. Вы знаете там хорошие отели? Да, Джон. Я рекомендую отель Хилтон недалеко от центра города. Похоже, это удобное место, Анна. Почему это хороший выбор? Отель Хилтон известен своими комфортабельными номерами, отличным сервисом и удобными удобствами. Это именно то, что я ищу. Я хочу комфортного и приятного отдыха. В отеле Хилтон также есть множество ресторанов, фитнес-центр и спа-салон. Приятно это слышать. Всегда приятно иметь в отеле все необходимые удобства. Конечно, Джон. Это повышает общее удобство и улучшает качество обслуживания гостей. Расположен ли отель Хилтон рядом с популярными достопримечательностями Лондона? Да, он расположен недалеко от многих известных достопримечательностей, что делает его удобной отправной точкой для знакомства с городом. Это прекрасно. Я хочу провести время в Лондоне по максимуму и посетить как можно больше мест. Пребывание в отеле Хилтон определенно облегчит вам передвижение по городу и знакомство с окрестностями, Джон. Спасибо за рекомендацию, Анна.
Я подумаю о том, чтобы забронировать номер в отеле Hilton для моей поездки. Добро пожаловать, Джон. Я уверен, что вы прекрасно проведете время и хорошо проведете время в Лондоне. Я ценю твою помощь, Анна. Я с нетерпением жду отличного путешествия и комфортного проживания в отеле Hilton. Урок 19. Вы остановились в отеле или арендовали жилье? Анна, я недавно уехала в отпуск. Вы остановились в отеле или арендовали жилье? На этот раз все было немного по-другому, Джон. Я решил снять жилье вместо проживания в отеле. Это интересно, Анна. Почему вы выбрали вместо этого аренду? Аренда жилья дала мне более домашнюю атмосферу и свободу готовить себе еду. Понимаю, насколько это было бы привлекательно, Анна. Это совсем не то же самое, что проживание в отеле. Да, это позволило мне погрузиться в местную культуру и почувствовать себя временным местным жителем. Считаете ли вы процесс аренды жилья простым и удобным? Конечно, Джон. Существует множество онлайн-платформ, которые упрощают поиск и бронирование недвижимости для аренды. Приятно это знать. Кажется, это подходящий вариант для будущих поездок. Это определенно так, Джон. Это также может быть более экономичным, особенно при длительном проживании или путешествиях в группе. Были ли у вас проблемы или недостатки при аренде жилья? Одна из проблем заключалась в том, чтобы арендуемая недвижимость соответствовала моим ожиданиям и соответствовала приведенному описанию. Это понятно. Перед бронированием важно провести тщательное исследование и прочитать отзывы. Именно так, Джон. Это помогает четко понимать, чего ожидать и избегать сюрпризов. Я подумаю об аренде жилья для следующей поездки, Анна. Звучит как разумный шаг. Я рада это слышать, Джон. Уверен, вам понравятся различные впечатления, которые она предлагает. Спасибо, что поделилась своим опытом, Анна. Всегда полезно изучить различные варианты размещения. Добро пожаловать, Джон. Надеюсь, вы прекрасно проведете время в следующем отпуске, независимо от того, выберете ли вы отель или арендуете жилье. Я благодарна за это, Анна. Я оставлю свои варианты открытыми и сделаю лучший выбор для своих планов путешествий. Урок 20. Есть интересные планы или проекты? Анна, как дела в последнее время? Есть интересные планы или проекты? Не так уже много, Джон. На самом деле я просто отдыхал и наслаждался отдыхом. Звучит здорово, Анна. Иногда важно делать перерыв и заряжаться энергией. Конечно, Джон. Это помогает поддерживать здоровый баланс между работой и личной жизнью и предотвращает эмоциональное выгорание. Я полностью согласен. Иногда небольшое расслабление может иметь большое значение. Определенно. Это позволяет нам омолодиться и вернуться отдохнувшими и более продуктивными. Кстати говоря, мы должны наверстать упущенное в ближайшее время. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний прав, раз Джон. разговаривали. Я скучаю по нашим разговорам. Давайте найдем время, подходящее для нас обоих. Похоже на план, Анна. Я скоро свяжусь с вами, чтобы назначить встречу. Было бы здорово, Джон. Я с нетерпением жду ваших недавних впечатлений и обновлений. Точно так же, Анна. Будет приятно поделиться информацией и снова подключиться. Будьте осторожны и поговорите с вами в ближайшее Ты время. тоже, Джон.
Берегите себя и будьте здоровы. С нетерпением жду нашей беседы. Урок 21. Вы когда-нибудь выступали или выставляли свои работы? Анна, я видела некоторые твои недавние работы в интернете. Отличный выбор. Вы когда-нибудь выступали или выставляли свои работы? Спасибо, Джон. Да, у меня была возможность выставлять свои работы в нескольких местных галереях. Это просто фантастика, Анна. Выставка ваших работ должна быть полезным опытом. Это определенно так, Джон. Это возможность продемонстрировать свое творчество и получить отзывы от других. Вы когда-нибудь выступали со своими работами на концертах или концертах? Да, я участвовал в нескольких художественных ярмарках и мероприятиях по живописи, где я создаю произведения искусства перед аудиторией. Звучит захватывающе, Анна. Исполнение вашего искусства должно придавать творческому процессу уникальную динамику. Конечно, Джон. Это позволяет мне общаться со зрителями и делиться творческим путешествием в режиме реального времени. Планируются ли у вас предстоящие выставки или спектакли? Сейчас нет, Джон. Я все больше внимания уделяю созданию новых произведений и изучению различных техник. Звучит как отличный подход, Анна. Важно посвящать время творческим исследованиям. Согласен, Джон. Это придает творческому процессу свежесть и способствует личностному росту как художника. Я с нетерпением жду возможности увидеть больше ваших работ и, возможно, посетить одну из ваших будущих выставок или представлений. Спасибо, Джон. Я обязательно буду держать вас в курсе любых предстоящих событий или шоу. Это было бы замечательно, Анна. Продолжайте в том же духе, и я буду продолжать поддерживать ваш творческий путь. Я ценю твою поддержку, Джон. Для меня это очень много значит. Спасибо. Добро пожаловать, Анна. Мне очень приятно. Продолжайте творить и вдохновлять других своим талантом. Урок 22. Мы можем сосредоточиться на планировании мероприятий. Анна, мы завершили организацию поездки. Рейсы и проживание отсортированы. Теперь мы можем сосредоточиться на планировании мероприятий. Отлично, Джон. Наличие логистики упрощает планирование маршрута. Точно, Анна. Мы должны получить максимум удовольствия от поездки и осмотреть лучшие достопримечательности. Есть ли какие-либо конкретные мероприятия или место, которое вы хотели бы посетить? Мне нравится изучать местную культуру, пробовать блюда традиционной кухни и посещать исторические достопримечательности. Звучит фантастически, Джон. Мы можем включить в наши планы посещение музеев, местных рынков и знаковых достопримечательностей. Я также слышала о некоторых красивых пешеходных тропах и живописных местах поблизости. Было бы здорово провести время на природе. Конечно, Джон. Добавление активного отдыха и прогулок на природе позволит сбалансировать наш маршрут. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по местам или мероприятиям в этом районе, которые обязательно нужно посетить? Я предлагаю обратиться в местный туристический информационный центр за рекомендациями, отвечающими нашим интересам. У них будут лучшие предложения. Отличная идея, Анна. У них будет актуальная информация о событиях и достопримечательностях. Мы также должны гибко подходить к нашим планам, оставляя место для спонтанных открытий и местных рекомендаций. Я полностью согласна, Анна. Всегда интересно наткнуться на скрытые сокровища и неожиданные впечатления.
Давайте обязательно оставим в нашем расписании немного свободного времени для незапланированных приключений. Конечно, Анна. Таким образом, мы сможем плыть по течению и полностью погрузиться в дух нашего путешествия. Я с нетерпением жду возможности вместе исследовать и создать незабываемые воспоминания, Джон. Я тоже, Анна. Это будет удивительное путешествие, наполненное новыми впечатлениями и общими приключениями. Давай воспользуемся этим по максимуму, Джон. Мне не терпится отправиться в это путешествие вместе с вами. Точно так же, Анна. Это будет невероятное путешествие. Приготовьтесь к незабываемым моментам. Урок 23. Я поняла, что мне нужна новая одежда. Анна, я поняла, что мне нужна новая одежда. Пойдем за покупками. Конечно, Джон. Какую одежду ты ищешь? Мне нужна повседневная и удобная одежда для повседневного ношения. Отлично. Вы имеете в виду какие-либо конкретные цвета или стили? Я предпочитаю нейтральные цвета, такие как черный, серый и темно-синий. Что касается стилей, мне нравится сочетание классики и модерна. Это хорошая отправная точка, Джон. Мы можем найти универсальные вещи, которые можно легко комбинировать и сочетать. Конечно, Анна. Я хочу создать стильный и функциональный гардероб. Мы можем начать с посещения некоторых популярных магазинов одежды в этом районе. Похоже на план, Анна. Я готова исследовать разные магазины и примерять разные стили. Всегда полезно примерить одежду перед покупкой. Это помогает обеспечить правильную посадку. Согласна, Анна. Подгонка важна как для комфорта, так и для стиля. Мы также можем следить за любыми текущими распродажами или скидками, чтобы максимально использовать нашу поездку по магазинам. Это разумный подход, Анна. Это поможет нам максимально эффективно использовать наш бюджет. Не забудьте также учесть погоду и сезонные варианты одежды. Ты права, Анна. Важно выбрать одежду, подходящую для текущего сезона. Давайте составим список предметов первой необходимости, которые вам нужны, и расставим приоритеты во время нашего шопинга. Отличная идея, Анна. Это поможет нам сосредоточиться и организоваться. Я с нетерпением жду возможности помочь вам найти отличные новинки в вашем гардеробе, Джон. Спасибо, Анна. Мы будем очень признательны за вашу помощь и чувство моды. Мне очень приятно, Джон. Давайте сделаем этот поход по магазинам веселым и успешным. Конечно, Анна. Я очень рада обновить свой гардероб с твоей помощью. Давайте начнем. Урок 24. Я только что устроилась на новую работу, и мне нужна профессиональная одежда. Анна, у меня отличные новости. Я только что устроилась на новую работу и нуждаюсь в профессиональной одежде. Поздравляю, Джон. Это отличная новость. Профессиональная одежда важна для того, чтобы произвести хорошее впечатление. Спасибо, Анна. Я хочу убедиться, что у меня есть подходящая одежда для работы. Определенно. Вы проверили, есть ли дресс-код или какие-либо особые требования? Да, компания указала деловой повседневный дресс-код. Поэтому мне понадобится сочетание формальной и полуформальной одежды. Это хорошая отправная точка, Джон. Мы можем искать универсальные вещи, которые можно носить в разных комбинациях. Согласна, Анна. Я хочу иметь несколько ключевых вещей, которые я могу комбинировать и сочетать для создания разных нарядов. Как насчет того, чтобы начать с поиска пары хорошо облегающих рубашек и нескольких пар брюк?
Похоже на план, Анна. Я могу носить рубашки с разными галстуками или надевать их свитерами или блейзерами. Отлично. Мы также можем найти удобную пару обуви, подходящую для рабочего места. Да, хорошая пара обуви необходима для профессионального образа и комфорта в течение всего дня. Не забудьте дополнить профессиональный ансамбль такими аксессуарами, как ремни и классические наручные часы. Ты права, Анна. Эти мелкие детали могут существенно повлиять на завершение общего образа. Давайте также будем следить за текущими распродажами или скидками, чтобы максимально использовать нашу поездку по магазинам. Отличная идея, Анна. Это поможет мне создать профессиональный гардероб без больших затрат. Я очень рада помочь вам подобрать идеальную профессиональную одежду, Джон. На новой работе ты будешь выглядеть ловко и уверенно. Спасибо, Анна. Мы очень ценим ваше руководство и опыт в области моды. Мне очень приятно, Джон. Давайте сделаем этот поход по магазинам успешным. За новую работу и стильный гардероб. Ура, Анна. Я благодарна за то, что ты мой партнер по покупкам. Давайте воплотим это в жизнь. Урок 25. Я думала о нашем следующем отпуске. Анна, я думала о нашем следующем отпуске. Таиланд известен своими прекрасными пляжами, а Япония — богатой историей. Оба направления звучат потрясающе, Джон. У нас есть выбор между отдыхом на потрясающих пляжах или погружением в увлекательную культуру. Это правда, Анна. Таиланд предлагает захватывающий дух прибрежные пейзажи и возможность отдохнуть у моря. Представьте, что вы прогуливаетесь по белоснежным песчаным пляжам и наслаждаетесь кристально чистой водой. Это было бы идеальное место для отдыха в тропиках. А Япония с ее древними храмами, традиционной архитектурой и глубокими историческими корнями подарит вам уникальный культурный опыт. Да, Джон. Изучение исторических мест, таких как храмы Киото или древние замки Токио, станет увлекательным приключением. У нас будет возможность стать свидетелями традиционных чайных церемоний, посетить красивые сады и даже окунуться в оживленную ночную жизнь. Конечно, Джон. Сочетание традиций и современности в Японии поистине завораживает. С другой стороны, в Таиланде можно побродить по островам, заняться сноркелингом в чистой воде и отведать вкусные блюда тайской кухни. Попробовать местные деликатесы, такие как пад-тай, или побаловать себя расслабляющим тайским массажем было бы невероятно. Это непростое решение, Анна. Оба направления предлагают невероятные впечатления и воспоминания. Возможно, мы сможем учесть время года, наши личные предпочтения и занятия, которые нас больше всего интересуют. Отличный подход, Анна. Мы должны подумать о том, что нам больше всего нравится и соответствует нашим интересам. Какое бы направление мы ни выбрали, я уверен, что вместе мы проведем незабываемые впечатления, Джон. Согласна, Анна. Самое главное — хорошо проводить время вместе и оставлять незабываемые воспоминания. Давайте уделим время исследованию и дальнейшему обсуждению. Мы примем взвешенное решение и спланируем невероятный отпуск. Похоже на план, Анна. Мне не терпится изучить эти варианты и спланировать вместе с вами приключения на всю жизнь. Я тоже, Джон. Давайте примем это решение и начнем обратный отсчет дней до нашего следующего удивительного путешествия. Урок 26. Вы нарисовали картину. Анна, ты нарисовала картину. Я слышала, что вы изучаете свою творческую сторону.
Нет, Джон, я еще не нарисовала картину. Я не очень-то артистичен. Все в порядке, Анна. Есть много других способов проявить творческий потенциал. Пробовали ли вы другие виды творческой деятельности? Что ж, мне нравится писать и фотографировать. Они позволяют мне выразить себя по-разному. Это замечательно, Анна. Писательство и фотография — отличные возможности для творчества и самовыражения. Я считаю, что письмо — это терапевтический способ поделиться своими мыслями и чувствами. Удивительно, как слова могут нарисовать картину в голове читателя. Ваши навыки письма должны впечатлять. Спасибо, Джон. Я изо всех сил стараюсь передать свои мысли и эмоции словами. А фотография запечатлевает моменты и рассказывает истории с помощью визуальных эффектов. Это мощное средство массовой информации. Конечно, Джон. Мне нравится снимать красивые пейзажи и откровенные моменты на камеру. Это просто фантастика, Анна. Ваши фотографии должны отражать вашу уникальную перспективу. Надеюсь, что да, Джон. Всегда приятно запечатлеть особенный момент или вызвать эмоции с помощью фотографии. Даже если живопись вам не по душе, важно исследовать разные творческие направления и найти то, что вам нравится. Согласен, Джон. У каждого свой уникальный способ художественного выражения. Конечно, Анна. Все дело в том, чтобы найти радость и самореализацию в творческом процессе, независимо от того, каким способом он является. Я рад, что мы можем ценить и поддерживать творческие начинания друг друга, Джон. Я тоже, Анна. Вдохновляет видеть, как мы можем выразить себя по-разному. Давайте продолжим исследовать наше творчество и поддерживать друг друга на этом пути. Конечно, Анна. Мы готовы отправиться в индивидуальное творческое путешествие и найти свое воплощение в творческой деятельности. Урок 27. Вы когда-нибудь бывали на Мальдивах? Анна, вы когда-нибудь бывали на Мальдивах? Я слышала, что здесь чистейшая вода и пляжи с белым песком. Нет, Джон, я еще не была там, но это определенно в моем списке путешествий. Я видел фотографии, и бирюзовая вода и белый песок выглядят просто потрясающе. Похоже на тропический рай, Джон. Я могу себе представить, насколько это должно быть расслабляюще и красиво. Да, Анна. Мальдивы известны своей потрясающей природной красотой и роскошными курортами. Я слышал, что подводный мир там тоже невероятен, с яркими коралловыми рифами и разнообразной морской жизнью. Верно, Анна. Подводное плавание или дайвинг на Мальдивах стали бы мечтой любителей природы. Представьте, что вы отдыхаете на пляже, чувствуете мягкий песок между пальцами ног и греетесь на солнце. Это идеальное место для отдыха и наслаждения спокойствием природы вдали от шума и суеты. Я уже могу представить себе, как я потягиваю освежающий напиток и любуюсь живописными видами. И неторопливые прогулки вдоль береговой линии, слушая нежный шум волн. Нам обязательно стоит спланировать поездку туда когда-нибудь, Джон. Это был бы незабываемый опыт. Согласна, Анна. Давайте поставим перед собой цель посетить Мальдивы и оставить воспоминания в этом тропическом раю. Не могу дождаться этого дня, Джон. Это будет отпуск мечты для нас обоих. Конечно, Анна. Вперед в будущее путешествие по чистейшим водам и пляжам с белым песком на Мальдивах.
Урок 28. Управление стрессом может быть проблемой для многих из нас. Анна, многим из нас может быть непросто справиться со стрессом. Что вы делали, чтобы справиться с этим? Что ж, Джон, я попробовал несколько разных вещей. Одна вещь, которая помогает мне, это практика внимательности и медитации. Отлично, Анна. Если вы уделите время присутствующему и сосредоточению внимания на настоящем моменте, вы, безусловно, уменьшите стресс. Да, это позволяет мне успокоиться и обрести внутреннее спокойствие среди хаоса. Я занимаюсь глубокими дыхательными упражнениями, когда чувствую себя подавленным. Это помогает мне расслабиться и восстановить ясность. Глубокое дыхание — простая, но эффективная техника, Джон. Удивительно, как такая простая вещь может оказать положительное влияние. Конечно, Анна. Еще я занимаюсь регулярными физическими упражнениями, например, бегаю или занимаюсь йогой. Упражнения — отличный способ снять напряжение и повысить уровень эндорфинов, гормонов хорошего самочувствия. Это действительно так, Анна. После хорошей тренировки я чувствую чувство выполненного долга и прилив позитива. Я также стараюсь уделять приоритетное внимание уходу за собой и отдыху. Уделяя время себе и занимаясь любимым делом, я заряжаюсь энергией. Это важно, Анна. Нам нужно позаботиться о себе, чтобы лучше справляться со стрессом. Конечно, Джон. А общение с близкими и поиск поддержки в случае необходимости сыграли для меня важную роль. Очень важно иметь систему поддержки, Анна. Обмен своими мыслями и чувствами может обеспечить комфорт и перспективу. Именно так, Джон. Отрадно осознавать, что мы не одиноки в своих трудностях. Мы все участвуем в этом вместе, Анна. Отрадно видеть, как мы можем найти способы справиться со стрессом и позаботиться о себе. Конечно, Джон. Проявляя инициативу и изучая различные методы, мы можем разработать эффективные стратегии управления стрессом. Давайте продолжим уделять приоритетное внимание благополучию и поддерживать друг друга в этом путешествии, Анна. Не могу не согласиться, Джон. Мы должны найти баланс и справиться со стрессом здоровым и устойчивым способом. Урок 29. Не могу дождаться начала нашего отпуска. Анна, учитывая все наши планы, я не могу дождаться начала нашего отпуска. Я чувствую то же самое, Джон. Это будет захватывающий и незабываемый отдых. Конечно, Анна. Я с нетерпением жду возможности вместе исследовать новые места и создать прекрасные воспоминания. Я тоже, Джон. Я уже могу представить себе, какие приключения нас ждут и какими впечатлениями мы поделимся. Это будет освежающий отдых от повседневной рутины и возможность восстановить силы. И самое Согласен, приятное Джон. то, что на протяжении всего Оторваться от путешествия привычной мы жизни будем и в компании погрузиться в друг новое друга. окружение придаст сил. Вот что делает его еще более особенным, Джон. Когда ты рядом со мной, каждый опыт становится более значимым. Точно так же, Анна. У нас отличная команда, и я благодарна за то, что вы мой попутчик. Спасибо, Джон. Я чувствую то же самое. Вместе мы сделаем этот отпуск поистине незабываемым. Итак, давайте отсчитаем дни, Анна, и приготовимся к невероятному приключению. Конечно, Джон. Время пролетит незаметно, и не успеем оглянуться, как мы отправимся в долгожданный отпуск. За нарастание предвкушения и ажиотажа, Анна. Наш отпуск будет потрясающим. Не могу не согласиться, Джон. Давайте воспользуемся этим по максимуму и насладимся каждым моментом.
Урок 30. Цены тоже были разумными. Анна, вы уже упоминали, что уже ходили за покупками. Цены тоже были разумными. Да, Джон. Меня приятно удивили цены. Они были вполне разумными. Приятно знать, Анна. Всегда приятно, когда мы можем найти выгодные предложения и не разориться. Конечно, Джон. Это делает покупки еще более приятными, когда мы чувствуем, что получаем прибыль за свои деньги. Согласна, Анна. Важно найти баланс между качеством и доступностью. И надо сказать, что распродажи и скидки, безусловно, помогли заключить выгодные предложения. Это бонус, Анна. Воспользовавшись распродажами и скидками, мы сэкономим дополнительные деньги. Прежде чем делать покупки, я обязательно сравнил цены и нашел лучшее предложение. Умный ход, Анна. Всегда разумно провести исследование и найти лучшие цены. Да, Джон. Я хотел убедиться, что я получаю справедливую цену за товары, которые я хотел купить. Похоже, вы добились успеха, Анна. Поиск разумных цен и выгодных предложений – это взаимовыгодная ситуация. Я рада, что смогла найти то, что мне было нужно, не тратя слишком много денег, Джон. Это приятное чувство, Анна. Мы можем наслаждаться покупками, зная, что сделали правильный выбор. Конечно, Джон. Все дело в том, чтобы быть опытным покупателем и принимать взвешенные решения. Отлично, Анна. Похоже, ваша поездка по магазинам была плодотворной во многих отношениях. Спасибо, Джон. Я доволен тем, как все получилось. Это был успешный и недорогой шопинг. Это просто фантастика, Анна. Мы всегда готовы найти разумные цены и выгодные предложения, когда мы отправляемся за покупками.